Привет, мои художники-кулинары, с вами Александр, и здесь мы учимся писать картины. Сейчас мы с вами напишем букет ирисов мастихином и узнаем, что мастихин это уж не такая и страшная вещь. А весь необходимый материал смотрите под видео в описании. Поехали! И чтобы начать писать мастихином, нам нужно сделать схематичный набросок наших будущих ирисов. Я прекрасно понимаю, что вы начинающие, и этот инструмент вам очень, скажем, сложно как подается, что ли. Вот, поэтому схематично нужно все это дело наметить. Вот, допустим, у нас есть первый большой ирис. Соседний, ну давайте наметим его точно так же, то есть это чашечка, там у нас куча лепесточков и отвернутые, падающие вниз боковушечки. Их может быть 3, может быть 2. Ну, чтобы сильно не затягивать наш мастер-класс, мы с вами напишем, скажем, 3 ириса. Нечетное количество, оно лучше смотрится. Ну, вот так вот, я их в ряд выставил. Может быть, еще 4 и пару пятых. Ну, давайте тут мы будем уже по необходимости добавлять. Итак, что насчет лопаточки? Лопаточки бывают разной формы. Есть закругленные края, есть закругленный край на кончике и боковинки ровные. И есть вот такие маленькие треугольные мастихины. Советую прикупить набор, так как покупаете один раз и пишите ими постоянно. Иногда они просто ломаются. И вот, мастихин изначально предназначен был для стечания краски, очистки нашей палитры. Вот. Это только где-то в середине прошлого века его начали уже активно использовать в живописи. Писать какие-то экспрессивные картины, намазывая огромные куски краски. Сейчас мы с вами, что мы сделаем? Сейчас мы с вами подготовим нашу палитру, палитру фона. Пускай это будет бело-голубой оттеночек. И смотрите, мы разводим красочку, размешивая ее прям, практически до идеала. Ёрзаем туда-сюда мастихином. После набираем красочку на бачок и в разные стороны начинаем лепить этот красивый оттеночек. Скажу я вам, что в масле пишется намного легче. И масло, оно что ли имеет такую более выразительную фактуру, пластику. И начинаем закрывать весь фон позади наших ирисов. Обратите внимание, как я леплю в разные стороны, как удобно будет подойти именно к той или иной детали. Можно, допустим, подмешать немного ультрамарина. Размешать его обязательно, чтобы цвет был слегка другого оттенка. И в зависимости от нужного мне направления я прислоняю мастихин, как мне нужно. И прохожу дальше. Слегка, конечно же, залазю на наши цветы. И смело, не боясь вообще. Главное в мастихине, вот я о чем хотел вам сказать, это не бояться. Будете его бояться, то, соответственно, ничего получаться не будет. Будете психовать, выкинете холст, потратите деньги на красочки. А красочек он любит очень много. Поэтому не бойтесь. Сильно сразу на результат не рассчитывайте. Он у вас должен прийти сам. То есть спокойненько берете, мажете, как вам нравится. Смотрите на то, какие движения могут как показывать мастихин. Какие направления, какие мазочки, как цвета могут переливаться. Главное свойство еще не размазывайте, не будьте штукатурщиками, малярами, не выравнивайте фон. Пускай он будет у вас живой, интересный, экспрессивный. Вот. Отличненько. Вот мы с вами очень быстренько намазали огромный слой краски. Причем без водички, без всяких замедлителей высыхания, хотя он у меня тут стоит наготове, но я думаю, использовать я его не буду, поэтому я его уберу. Если что, используйте замедлитель высыхания. Дальше, что нам нужно сделать? Нам надо подготовить
цвета нашего ириса. Вот я замешал вот такой красивый фиолетовый оттенок. Мощный фиолетовый оттеночек. Итак, вот теперь самое страшное. Да? Главное, не бойтесь, не бойтесь. О. Так, что мы делаем? Смотрите, мы прислоняем с вами к серединке и ведем мазочек в левую сторону. И дальше потихонечку именно в этом пространстве начинаем добавлять направлений. Мастихин – это движение. И постепенненько таким способом мы двигаемся с вами по всем остальным ирисам, как лепесткам. Иногда добавляя фиолетового потемнее и показывая сразу, допустим, стерженек. Вот он у нас, вот тут красивый такой вылез. Лишнее можно убрать или аккуратненько размазать. Так, всегда имейте под рукой тряпочку, потому что некоторые вещи нужно будет вытирать. Так, хорошо, у нас пойдет мазочек по форме. Смотрите, я на край набираю огромный кусок красочки, прислонил его и полукруглым движением к центру вывел. С правой стороны точно так же, ну, тут можно чуть-чуть пофантазировать. С левой стороны раз, допустим, мазочек, по-другому пойдем. Кусочками. Добавим немного другого оттенка и рядышком прибавим еще один оттеночек. Вплавим. Такое вплавление у нас получается. И подправим все наши направления к нашему стержню. Отлично. Так. Может быть, чуть красненького добавить, но красненький тут, смотрите, по цвету, чтобы он был, скорее всего, холодного оттенка, чтобы цвет у нас красиво замешался. Вот у меня какой-то он не сочный получился. Прислонили и провели. Прислонили, провели, замазали. Вот оно, вот такое вот движение. Хорошо, тут у нас пускай пойдет такой темный лепесточек. Я прям жирненько прохожу, размазываю. И за счет этого у меня получается контрастный такой лепесточек. Живой, яркий, контрастный. И дальше внутри уже аккуратненько подправляю ему направление. Нежно касаюсь и объединяю направление. Здесь, допустим, у меня краска вот попала. Оно у вас будет попадать, так что не переживайте. Это можно обыграть путем размешивания по форме. И, допустим, я здесь добавлю стерженек. Стержень самого лепестка. И добавлю несколько складочек, которые пойдут у меня по направлению вниз. И смотрите, они аккуратненько уже размазываются сами за счет того, что красочка у нас еще не высохла. Отлично. Так, что у нас еще есть? О, маленький элемент. Пускай будет чуть-чуть светлее. Главное, чтобы не получилось кашица. Если вдруг цвета начинают сливаться, думайте о том, что либо где-то надо затемнить, чтобы лепесток или деталь вылезла вперед, либо наоборот затемнить. Это, кстати, можно сделать уже после того, как высохнет красочка. Так, ну давайте я здесь хочу вот такое движение подвести к центру. Так, здесь у меня что будет? Сейчас мы пофантазируем, посмотрим. Вот видите, уже красок нету. Стихин просто сжирает эти краски невероятными количествами. Не забывайте протирать мастихинчик. И давайте сейчас вот схватим такой белый лепесточек. Чашечкообразный. Вот это вот с правой стороны мы аккуратненько ведем
лепесток наверх. И за счет того, что краска еще не высохла, попадает у нас немного фиолетового оттенка. И это ничего страшного, это только добавляет нам фактурки. То есть вот так вот красиво оно размазывается. Но немножечко сливается. Тут можно будет подумать за счет фона. За счет фона. Допустим, немного его утемнить. Набрали кусочек красочки и подвели. Но это можно делать по желанию. Если вдруг вы хотите добиться такого пастельного эффекта, чтобы все так было нежно, аккуратно. Нет, насчет аккуратности, конечно, сложно сказать, потому что тут будут такие куски красочки. Вот, то есть, если хотите нежно, то оставляйте. Если вдруг хотите чего-то там подчеркнуть, то подчеркиваете. Вот. Мастихин еще любят коротенькие мазочки, такие контрастные. Так, и смотрите, у ириса вот тут вот не хватает, скажем, длины, что ли. Мы мазочками ведем к центру и подчеркиваем тут стержень чуть-чуть беленьким оттеночком. Белый с фиолетовым. Всегда думаем об основном цвете. Если вдруг где-то сомневаемся, возвращаемся к основному. Дальше я вот опять как набираю кусман краски. Опять немного фиолетового, но стараюсь его сделать светлее по отношению к предыдущему. И начинаю моделировать форму, легко нажимая на мастихин. То есть не прям жмякаю, прям вот мощно, а вот нежненько. И аккуратненько моделирую красочку так, чтобы это было похоже на лепесток. Давайте добавим здесь немного темненького. Опа! Кусочек такой добавили и размазали. Слегка вытираем кисточку. И вот здесь я хочу сделать потемнее. Серединка какая-то должна быть, темненькая. Пускай вот будет намек на темную сторону. Следом опять беру кусок белой красочки, уже ни с чем не смешиваю. И веду по следующему силуэту ириса. Могу за счет белого чуть-чуть скоротить соседний лепесток. Пускай он у нас смотрит бочком. И так вот постепенно наносите кусками огромными красочку. Вовнутрь можете добавить слегка какого-то голубенького оттеночка, чтобы неодноцветный был цветок. Вот так. Ага, вот тут у нас что происходит? Происходит то, что немного сливается форма. Хотя там такой красивый лепесток, я вот тут кончиком мастихина постараюсь залезть в сложные места. И подчеркну, допустим, вот таким вот движением следующий ирис. Так, а у нас что? Пускай такой же фиолетовый, темный. Пускай эти два лепесточка, они смотрят друг на друга. И мы просто вмазываем, получается, вдавливаем краску в мастихин. В холстик. Так. А остальную часть делаем чуть-чуть светлее и также аккуратненько вводим по плоскости холста.
Там, где начинает сливаться цвет, соответственно, край немного подчеркиваем, но работаем внутри. И за счет этого, смотрите, уже собралась динамичная композиция. И хочу порекомендовать вам свой проект artkuchня.ru. На сайте вы можете найти полезную информацию в разделе «Блог», где статейки будут потихоньку прибавляться. Они явно помогут вам в рисовании. Также на сайте представлены мастер-классы, курсы по рисованию, которые отличаются от YouTube глубиной создания картины и четкой последовательности действий. Каждый урок разделен на 3 этапа. Это набросок, подмалевок и детализация картины. Например, уже сейчас доступен курс «Ароматные цветы вместе с арт-кухней», где мы с вами нарисуем 5 интересных картин: сирень, цветущая вишня, лилии, ромашки и букет пионов. Стоимость 4 990 рублей, и, кстати, есть пробный период на 7 бесплатных дней. Ссылочку оставлю под видео в описании. Рисуйте крутые картины вместе с арт-кухней. А мы продолжаем. Но я думаю, что еще один лепесток нам тут не понадобится, поэтому мы с вами тут доделаем идею не раскрывшимися бутончиками. Треугольный формат нашего мастихина позволяет это сделать. То есть дальше мастихина мы с вами не уйдем. Прислоняем кисточку, чуть-чуть делаем движение вниз, отрываем. Только аккуратно. Ну, там чуть можно еще размазать. Так, ну, у ириса обычно огромные бутоны. Можно наметить вот краешком мастихинчик. Так, проверяем. Может быть, еще где-то добавить. Но в мастихине будьте аккуратны. Иногда так можно добавить, что уже не исправить. Лучше дайте подсохнуть, посмотреть, как оно выглядит у вас издали. Так, вот теперь перейдем мы к желтенькому. Желтенький на краешек набираю и ставлю прожилочки. Подчеркиваю слегка акценты. Допустим, здесь, именно в серединочке. Точечку, рядышком вот у меня тут оранжевый пускай. Точно так же. Такие соцветы. Главное, динамично. Не старайтесь сильно размазывать, иначе у вас получится грязь. Чем больше вы будете ерзать, тем больше у вас будет грязи. Поэтому все аккуратно, все в меру. На краешек давайте. Ну вот тут вот, допустим, хочу чуть-чуть силуэтика вот так вот, лепесточка добавить. И чуть-чуть, может быть, вот мастихинчиком по краю вот тут вот объединить вот так. Как будто у нас тут заворотик пошел. Коп-коп-коп-коп. Так, отлично. Ну что, так уже смотрится достаточно интересно. Красочка у меня уже тут закончилась. В общем, тут доделать можно до бесконечности. Но мы с вами еще не закончили. И следом мы, смотрите, берем зелененькую, добавляем туда охры. То есть не одной зеленкой работаем. Охра и зеленый. Можно еще и синего добавить. То есть разные оттенки зелененького будут красивого. И теперь аккуратненько рисуем мы с вами бутончики. Проходим внутри, то есть не выходя за пределы нашего такого овала. Раз, два, три. Следом нужно еще наметить стержень самого цветка. Он может быть, скажем, сделан только за счет акцентов, намеками, то есть. Хоп. Так вот можете провести, а можете их и не подрисовывать, кому как нравится. И обычно у ирисов стержни такие весьма мощные. И вот у вас будет такая, возможно, проблемка с тем, что стволы получились слишком такие толстые. Их можно убрать за счет листиков. А листики у нас вытянутые и имеют угловатую форму.
Здесь мы возьмем белого, также хорошо размешаем красочку, можно практически до однородной массы. Прицеливаемся и перекрываем. Смотрим, как удобно, выгодно выставить мастихин так, чтобы краешек у нас уголка чувствовался. И проводим с вами мазочек или движение. Можно поменять цветовую палитру, допустим, больше синего добавить. Хоп! Вот они у нас вышли на передний план, размазали. Рядышком. Где-то можно, особенно в центре где-то, там потемнее просто схватить силуэт. Также можно и поменьше мастихинчиком подработать и подчеркнуть, допустим, какие-то краешки. То есть все тут зависит от точного вашего движения. Сделаете не точно, будет смотреться не очень. Сделаете точно и уверенно, будет живописно, классно, интересно. Так что тут только мазать. Мазать, да не перемазать. Так. Ну что, вот где-то вот здесь, что ли, не хватает. Ага, чтобы они не слились, я возьму потемнее. Ай, не схватился, бывает такое, ничего. Так, и может быть, где-то добавить контуров. То есть мы на бачок мастихина набираем красочку и уже этим ребрышком рисуем, подчеркиваем наши границы. Где-то можно вот так вот толщину самого листика подчеркнуть, а может быть даже и угловатость добавить. То есть мастихин, запомните, любит большое количество краски. Ну и чередуйте оттеночки, чтобы они были у вас интересными. Хоп. Ну вот такой микро-букетик мы с вами нарисовали. Я думаю, вы справились. Если вдруг у вас что-то не получается, я для этого специально создал секретный чат в Телеграме. Поэтому присылайте фотографии, спрашивайте, я вам помогу. Ну что, ну а с вами рисовал Александр. Всем вам творческих успехов и до новых встреч!